Сегодня хочу предложить вам сделать вот такую обвязку подошвы. Она включает в себя 4 ряда обвязки. Тут, как вы видите, косичка прямо перпендикулярно полу будет, то есть она открытая, не сужается кнутри. Затем еще один слой, вот такая косичка проходит по боку. Затем у меня есть начальная косичка, которую я обвязала еще до того, как стелька была приклеена. И еще один ряд, это вот этот вот ряд контрастным цветом белым. Она дает такое вот поднятие, дает форму внутреннюю у стельки. То есть вот такой вот вариантик. С чего я начинала? Я начинала с того, что стелька у меня была связана, как я уже говорила, и я сделала обвязку до приклеивания. Шаблон делала таким образом не по контуру стельки, а шаблон я делала не включая в подошву конечные косички, вот эти окантовочные. Такой способ у меня есть видео по такому способу, как делать шаблон и как клеить. Ссылочку я оставлю внизу под этим видео в инфобоксе. Для чего я так сделала? Я сделала, чтобы вот эти вот эти изнаночные стежки от обвязки, от белой, вот эти изнаночные, они были за приклеенной подошвой. Для того, чтобы вот эта вот нижняя обвязка, она смотрела вот именно так ровненько. То есть не чтобы загнутая была, как обычно у нас получается при обвязке 3D, а чтобы она давала дополнительный объем вокруг стельки. Ну, вот довольно-таки симпатично получается. И сделала сначала обвязку, а потом уже приклеила подошву таким образом, чтобы вот эти окантовочные стежки были за пределами этой подошвы. Давайте приступим. Темный цвет — это у меня ХБ шнур 4 миллиметра. Начинаю я нижнюю обвязку. Стелька у меня резиновой подошвой ко мне. Крючок у меня 4. И я начинаю обвязку с какой-нибудь угловой части, внутренней части. Вернее, не внутренней, с серединной части. Можно изнутри, можно снаружи, в принципе, как вам будет удобно. Но в основном начинаю с той части, где у меня предположительно будет деталь верха, чтобы потом прятать хвостики, и они были незаметны. Здесь у меня идет косичка от стельки, вот боковая косичка. Я завожу крючок за крайнюю дужку, за одну, которая ближе к подошве. Захватываю нить, хвостик оставляю и продолжаю обвязку столбиками соединительными, или как еще называют этот шов, тамбурным. Шнур плотный, поменьше крючок тут не возьмешь, будет не очень удобно, поэтому вот приходится немножечко напрягаться. Вот это будет первый ряд обвязки. Почему косичка разворачивается перпендикулярно? Потому что, во-первых, у нас здесь есть свободное место. У нас не плотно приклеена подошва к стельке. А во-вторых, потому что я беру за одну крайнюю дужку. Если я буду брать за обе дужки, будет рисунок уже совсем другой. На углах, где у меня есть углы у стельки, я стараюсь немножко подтягивать свои петельки, чтобы они были слегка
посвободнее. Если этого не делать, то в этих частях обвязки будет стяжка, и обвязка будет в изделии приподниматься вот так над подошвой и будет криво смотреться. Поэтому вот на таких вот изгибах стараюсь чуть-чуть подтянуть петельку, немножечко, чтобы размер косичек не сильно отличался от основных. И, ну, естественно, стараться, чтобы они были визуально ровные. И вот так всю стелечку по канту провязываю. Вот видите, какой вид получается красивый. Тут сразу есть поребрик такой вот объемный. Провязываем и встретимся здесь, где будем прятать концы. Я подошла к концу, провязала последнюю петельку. И теперь мне нужно красиво соединить здесь ряд. При вязании, при вот первом вот этом ряде, который мы делаем, у вас может другой ряд, то есть контрастный, который вот у меня он белый, может немножко проглядывать. Не беспокойтесь, если все правильно приклеили стелечку, то при следующих двух рядах этот корешок у вас просто-напросто закроется, они натянутся. Здесь эти ряды, и просветов этих не будет. Так, значит, что мне нужно? Мне нужно закрыть красивый ряд фальш-петлей. Но следующий ряд обвязки у меня будет тоже таким же цветом. И чтобы его начать красиво, то мне нужно вытянуть, перенести нить, чтобы у меня вот этот рабочий хвостик был наоборот с обратной стороны. Потому что вязать я буду выше, чем этот ряд. Что я делаю сейчас? Есть способы, я видела в интернете, значит, несколько раз там у каждого, кстати, свой, как-то вот это все интересно, независимо от материала, обматывают стельку, оставляют сколько-то мотков таких намоток, и все это как бы вот так вот получается. Я делаю совершенно все по-другому. Вот у меня осталась петля. Обвязку я буду делать таким образом. Следующий ряд у меня будет. Я не вытаскиваю с этой нити. Вот у меня последняя петля осталась. Обвязку я буду делать следующим образом. Вот через эти две перемычки верхней обвязки я буду обвязывать вот таким способом. И сейчас я обвяжу таким способом, которым я буду делать обвязку, 10 вот таких перемычек. Потом я распущу этот провязанный участок. И мне нужно будет просто сделать замер и посчитать количество моих косичек в данной стельке и просчитать длину нити. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Вот у меня 10 петель. Я их провязала. Теперь я беру ниточку, все это распускаю до начальной петли, которая у меня была. Вот это расстояние я замеряю, делаю замер. Затем считаю количество косичек по моей стельке и прикидываю. Там, допустим, вот у меня 70. Значит, 7 вот таких участков нити я должна себе отмерить. И отрезаю нить. Буду делать следующую обвязку, следующий ряд обвязки. Я замерила нужное количество нити. Теперь вот эта петелька у меня осталась. Я вытягиваю всю ниточку через эту петлю, которую оставила, и буду формировать фальш-петлю для закрытия, красивого закрытия ряда. Хвостик оставляю на лицо, который был у меня начальный. Вот у меня петля
из которой я вытащила нить. Вот у меня петля, к которой мы будем прикреплять фальш-петлю. Я завожу завожу крючок с внешней стороны под обе перемычки, самые первые петли, которая у нас была. Захватываю нить и протягиваю ее всю. После этого мне нужно будет вернуть вот эту ниточку, хвостик рабочий, вот сюда, в центр. Что я делаю? Я переворачиваю стельку, вот замечаю, где у меня вот эта петелька, куда мне нужно вернуть хвостик, и прямо вот напротив нее у меня получается вот эта вот перемычка, верхние обвязки. И я завожу крючок отсюда, провожу ее под перемычку, которую я не захватывала, когда делала обвязку, и провожу крючок в центр вот этой вот петельки, откуда у меня была вытащена петля. Захватываю нить и вытягиваю ее вот сюда, на лицевую часть работы. Протягиваю ее всю. И формирую здесь закрытие ряда, петлю. Этот хвостик пока оставлю, потом его буду убирать. Вот теперь ниточка готова к следующему ряду обвязки. Здесь я завожу крючок с внешней стороны под обе перемычки, вытягиваю нить и также тамбурным швом провязываю еще один ряд. За обе перемычки соединительными столбиками. Также стараюсь на изгибах внешних, которые не внутрь идут, не вот эти изгибы, а вот угловые изгибы, стараюсь сделать немножко посвободнее петельки, чтобы не было стягиваний. Иначе стелька может просто завернуться на подошве. Вот так продолжаю вязать всю стельку. Вот такой кантик получается. Здесь сразу образуется вот такая стеночка, подъем. Тоже уже очень интересный. Можно, собственно говоря, как бы использовать даже и вот такое вот оформление одно, и потом уже деталь верха крепить, за счет этого делать обвязку. Ну, продолжаем. Встретимся в начале. Я подошла к последней петельке. Вытягиваю нить. Также буду формировать, как и в нижнем ряду, фальш-петлю, хвостик. Вот первая петелька. Завожу крючок со стороны стельки, заведу крючок. Мне нужно будет хвостик увести в другую сторону. Захватываю. Теперь завожу крючок не с самого внутри, а вот с середины косички нижнего ряда и в серединку петли. Завела, беру хвостик и вытягиваю его вот сюда. Все подтянула,
оформила. Вот смотрите, теперь вот получилась вот такая стелька. У нее уже четкие границы есть, ровненькие, с красивыми стежочками. То есть все такие вот ровные грани. Очень нравится мне такое вот исполнение. И получается так, что стелька как бы внутри, а краешки получается как вогнутая такая стелечка, такой формы получается. Интересно. Можно, в принципе, на этом и закончить обвязки и уже к внутреннему ряду, допустим, присоединять деталь верха. Ну, дам вам сейчас еще один ряд. Сейчас давайте уберем с вами наши хвосты. Для этого я использую крючок поменьше. Здесь у меня троечка, потому что четверка уж будет не очень удобно. Значит, вот этот хвост я вывожу, все хвосты, независимо от этого, все хвосты я вывожу на лицевую сторону. Так, пока можно использовать четверку, чтобы вытащить их сюда. Так, и этот. Так, и этот продеваю через все ряды аккуратненько в середину следующей косички и вытягиваю на лицевую сторону. Тут подтягиваю немножечко. Вот так вот аккуратно получилось, ничего не заметно. И теперь здесь с лицевой стороны я просто прячу вот эти хвосты. Вот у меня есть внутренние перемычки от последней обвязки, от последнего ряда обвязки. Вот видите? Я закреплю за первый. Упс, соскочил. Не очень удобно на камеру приловчиться. Чтобы дополнительно его закрепить. Вытяну. И теперь проведу его вот здесь. Петельки столбика. Захватываю одну дужку. И протягиваю через нее хвост. Так в каждый столбик захватываю. И можно работать иглой. Но у меня иглы под рукой нет. И не очень я люблю иглой работать. Поэтому тут вот таким образом делаю. В принципе, когда фиксируем, достаточно 3-4 стежков. Все, оно здесь все заправится, дополнительного объема не дает, и можно обрезать. Второй хвостик делаю точно так же, только в обратную сторону. Также продеваю и прячу его. Приступим к следующему ряду. Последний заключительный ряд, ну в моем случае, я делаю другим цветом. Здесь у меня шнур тоже ХБ, но он уже 3 миллиметра. И последний вот этот ряд я делаю таким образом. Завожу крючок сверху, опять же за одну дужку, за крайнюю, которая, вернее, за внутреннюю, которая идет к внутри косички, за одну. Вытягиваю нить и продолжаю следующий ряд обвязки теми же соединительными столбиками, но за внутренние перемычки своей верхней, самой первой обвязки. Здесь вариантов масса. Можно так обвязывать. Можно, вот он этот вариант, который я сейчас делаю. Вот он.
такой вот, как я вам показывала в начале. То есть мы приподнимаем, внутри остается такой вот поребрик такой небольшой. Здесь стелька как бы раздвигается, и здесь вот остается еще один поребрик. В принципе, если мы присоединим, когда мы присоединим деталь верха, у нас развернется немножко стелечка, и этого поребрика внутреннего видно не будет, и форма уйдет уже немножко по-другому, будет смотреться тоже достаточно симпатично. Можно захватывать за обе перемычки, но тогда, видите, будет немножко жестче смотреться, потому что здесь две перемычки, они забирают объем. Вот я сейчас покажу вам, провяжу. Можно все очень красиво, просто нужно смотреть, какой формы деталь верха, например, да, из какого будет она шнура. Если из четверки, тут будет дополнительный объем. Если из тройки, то смотреть, каким образом, какая форма ее, да, потому что тут понятно, что если мы ее будем присоединять способом вязания, то у нас еще будет дополнительный объем от вот края детали верха, который будет присоединяться у нас сюда, к этой же обвязке. Ну вот смотрите, я за две связала, и просто вот эта вот обвязочка, она более развернулась наружу, да, но снутри мне вот тут вот не очень нравится вот этот рисунок. Так что я вот это распускаю и продолжаю по своему рисунку, по своему способу. То есть за внутреннюю, за одну дужку захватываю и вытягиваю петлю соединительную. Опять же за внутреннюю дужку захватываю и вытягиваю соединительную петлю. И продолжаю так по всему ряду. Встретимся в начале, будем прятать хвосты. Я подошла к концу. Вот у меня первая петелька и хвостик от нее. Вот у меня последняя петелька, которую я сейчас буду. Ну, я об этом, собственно говоря, говорила в начале, когда делала первую обвязку, что я с краю, у меня будет прикрепление верхней части. И вот еще один момент. Если, допустим, вы будете делать варианты обвязок, то с этой стороны вот у меня была обвязка, хвостики у обвязки темным цветом, да, которые я делала, а с этой стороны у меня уже будут крепиться хвостики от другой обвязки. То есть, ну, как бы, чтобы был дисбаланс. Вот тут вот заметно, что торчит хвостик. Вот чтобы он не торчал, я его выведу. Вот, кстати, добавились обвязки, и вот эти вот все белые петельки, которые нам были видны, они все ушли, потому что дополнительная обвязка, она закрывает вот это все, натягивая здесь толщину. Так, вот этот, насчет этого хвостика хотела сказать, я его просто-напросто выведу сюда, вовнутрь. И все. Здесь он виден не будет, здесь все перекрыто, расстояние у нас достаточно большое. И здесь он торчать не будет. Теперь вот с этой. Все, я закончила. Теперь я могу спокойно обрезать нить. И закрываю так же, как и обычно. Провожу через две перемычки, захватываю нить, протягиваю ее. Здесь подтягиваю и возвращаю этот хвостик рабочий вот сюда. И буду его выводить на внутреннюю сторону. Все, подтянула, выровняла. Теперь делаю перекрест. И буду прятать эти хвосты вот за эти перемычки. Если получится у вас, вы можете их прятать и за эти. Кстати, да, можно попробовать. Они тогда совсем уйдут вовнутрь. Сейчас я попробую. Не надо бояться деформации какой-то. Ну, если, конечно, вы уверены в том, что у вас нормально все проклеено, нигде ничего не отойдет, то можно, собственно говоря, как бы и здесь пытаться вот за эти. Хвосты уйдут вглубь. Потом, когда вы присоедините деталь верха,
они уплотнятся совсем внутри. Вот таким образом можно. Можно за беленькие, вот за эти вот задние. Но тут вот за них, в принципе, если постараться, можно прикрепить и деталь верха. Ну, в общем, понимаете, да, что вариантов тут, собственно говоря, много. Тут просто нужно знать, что у вас будет сверху, какой будет объем, какое вы планируете присоединение. Можно даже присоединять деталь верха вот этой вот верхней обвязкой. Так вот убираем ниточки. Эту тоже таким же образом. Ну вот, собственно говоря, и все, что я хотела вам показать в этой обвязке. Вот такая вот обвязочка, такая боковушка, вот такой низ, объем соответствующий. Ну и по этапам вы все видели. Буду рада, если воспользуетесь такой обвязочкой, поделитесь своими впечатлениями. Было очень приятно осознавать, что вы остались со мной до конца. Подписывайтесь на канал, отмечайте колокольчик. До новых встреч, до новых видео.